Доброго времени суток. Я Диана Литовченко. Сегодня с вами. Приветствую всех, тех, которые сегодня смогли подключиться к нашей школе. Скажите, пожалуйста, как вы слышите меня? Слышимость хорошая, радует это. Сегодня у нас несколько тем, думаю, что очень актуальных тем. Мы будем говорить о конфиденциальности, потому что это очень важно, чтобы вы понимали. Э, И дальше мы перейдем к обслуживанию, и еще некоторые темы затронем сегодня. Если вы помните, мы с самого начала говорили о том, что мы будем работать не только в стране, я имею в виду ваше место работы. Оно так или иначе, это международная деятельность. Но вы в филиалах будете числиться как те, которые работают именно непосредственно на том месте, где вы живете, то есть внутри страны. Потому что вы знаете, для многих сейчас известно, что страны внедряют такие моменты, как иноагенты, которые не очень хорошо, я говорю, плохо отражаются на жизни людей внутри страны. Поэтому это у нас на первом месте. И хотя вы будете у нас, в нашей системе, вы работаете в международном масштабе, но в показаниях раскрываются все ваши действия только внутри страны. Мы об этом говорили не раз. И я думаю, что вы приветствуете такое решение, так или нет? Конечно, для этого у нас есть некоторые чисто наши, так скажем, те решения, которые принимает компания. Например, каждый наш партнер имеет логин для того, чтобы мы определили внутри нашей системы те или иные вопросы, но кроме этого у нас есть в компании никнейм для каждого партнера, каждого клиента, который хранится только в компании. И все счета в МакГолд-банке, они содержатся именно под этим никнеймом и расшифровываются уже в виде вашего логина и ваших данных для того, что видимо. Внутри мы имеем в МакБанк, он только из тех никнеймов, которые строго засекречены в компании. Когда вам нужно перевести деньги или что-то, это взаимодействует с другой системой, где уже есть никнейм. Для чего это делается? Чтобы вы были в конфиденциальности, чтобы не было этих вопросов. Мы за то, чтобы люди были в свободе. И я думаю, что вы приветствуете это. Другие вопросы, касающиеся статуса, роли в вашей деятельности и так далее, это тоже не раскрывается компанией. Только контракт, общий контракт, который вы будете заключать, он дает только то, что необходимо
для налоговой, для тех моментов, которые нужно для системы. Все остальное у нас оно является конфиденциальным. И вопрос: скажите, пожалуйста, когда стоит такой момент, как открытие конфиденциальности, за что компания борется постоянно, то что нам важно в первую очередь — это сохранение конфиденциальности. Это в первую очередь. Для компании это важно. И у нас такой президент, который не отступит от целей, пока все вопросы, связанные с конфиденциальностью и работой, не будут полностью приняты. Как вы считаете, это нормально? Я думаю, что это нормально и это важно. Поэтому на первом месте это то, что мы сейчас делаем. И вопросы с транзакциями сложнее решать в конфиденциальности, потому что там есть вопросы, связанные с регуляторами, связанные с данными, которые может затребовать банк и так далее. Поэтому мы воспользовались разрешением тем, которые нам предоставили, иметь наличные, и пошли на подготовку к наличным, выдаче наличным. Я об этом говорила раньше, и это еще раз повторяю. Сегодня прочитала новость. Виталий Бутерин. Знаете, многие знают его, он основатель криптовалюты Ethereum. Знаете, да? Вот смотрите, на фоне слежки, его выражение сегодня, на фоне слежки, войны, давления корпораций, Ethereum пока не стал реальным инструментом защиты людей. И что он предлагает? Посмотрите. Он предлагает новый фокус — технологии убежища. Создать цифровое пространство без владельца, где правила и договоренности существуют без чьего-то разрешения. Скажите, пожалуйста, это что-то вам напоминает? Я когда прочитала, вспомнила, как я об этом говорила вам, да? То есть мы идем по пути, где нет владельца, где все децентрализовано, и владельцем является только сам человек. Но здесь есть момент. Владельцем чего? Владельцем реального слитка, который у вас в руках. А вот этот Виталий Бутерин, что он предлагает? Он предлагает какой-то воздух, да, где с нет ни управления, ничего. И что там может быть? Поэтому очень важно, чтобы мы с вами научились определять главные приоритеты, в нашей, компании. Предлагать долю в технологии,
Может быть, но технология, она опять-таки в чьих-то руках. Если вы имеете у себя в руках слиток, и он вашей собственностью, то вы не являетесь провайдером, вы не являетесь лицом, который владеет интернетом, доля в технологии все-таки зависит от тех владельцев, которым действительно принадлежит спутниковый интернет, принадлежит интернет беспроводной, проводной, стекловолоконный или еще какие-то. Да, все это кому-то принадлежит, да? И если мы говорим, он предлагает долю в технологии, в какой, если это нам не принадлежит? Понимаете? И здесь важно, чтобы вы могли понимать, что физическая материя, то, что вы держите в руках, вот это вам принадлежит. А цифровые деньги, фиатные деньги, которые находятся на экране, они тоже вам не принадлежат. Вот. Да, но слитки производятся, но они у вас в руках. Эти слитки. Вы имеете в руках, и вы ими владеете. Вы не производите машину, ее производит автомобиль BMW или еще какая-то фирма. Но вы купили этот автомобиль, и он ваш или не ваш? Естественно. Так что здесь необходимо, чтобы вы могли немножко в голове порядок навести в этих вопросах. А все остальные технологии, мы же не говорим о том, что, поймите, мы не говорим о том, что вот вы владеете, например, порталом, который будет у нас скоро, вы появитесь. Вы не можете им владеть. Почему? Потому что, да, у вас есть доступ в бэк-офис, во все, у вас есть офис, все это есть. Вы совладельцы на уровне наших договоренностей. Мы вписываем всех, которые работают сейчас в совладельцы. Это будет отражено в внутренних документах компании. Совладельцы, но не владельцы. Почему? Потому что это общее. Это принадлежит всем. Понимаете? Это принадлежит всем. Все пользуются этим. А вот тот слиток, который у вас, он ваш. Вы им владеете. Это понятно? Вы будете заключать договор с филиалами, контракт с филиалами компаний, которые у вас в стране. Мы об этом неоднократно говорили. Так, любые, какие бы ни были смарт-контракты, что бы ни было, поймите, отключение интернета и все ваши смарт-контракты ничего не будут означать. Вам скажут форс-мажор. Когда вы имеете слиток, вы придете в филиал, и вы можете его обменять в любой ситуации, даже без интернета. Поэтому важно, чтобы вы могли это понимать. Дальше. Обслуживание. Требования, которые нам были выдвинуты. Это точно обозначенное время обслуживания. Должен присутствовать только один обслуживаемый абонент.
Если он будет с каким-то помощником, это допускается, но помощник должен зарегистрироваться вместе с ним, он, может получить только сумму, помощник не получает в этот момент сумму. Обслуживается только один абонент. Понимаете? Для этого нам необходимо было время, чтобы мы могли подготовиться для того, чтобы, это все иметь. Дальше обязательно получение номера для обслуживания. Поэтому нам необходимо было в то, что я говорила, в регистрационную форму еще внести момент, когда вы получаете в номер. Он будет выдан после регистрации, определения времени, когда вы будете обслуживаться, и после этого появится номер обслуживания. Э, Когда обслуживается мать, дочь, она может быть тот человек, который, например, помощник, да, а дочь она может быть обслужена следующей, но у нее должен быть отдельный номер. На обслуживание все должны будут иметь свой номер. Понимаете это? Мы сейчас решаем вопрос по доверенностям, которые есть. И если вдруг скажут нам, что если доверенности будут действовать только там нотариально, то придется сделать доверенности нотариально заверенные. Мы еще этот вопрос только сейчас согласовываем, еще не знаем. Вот. Да, ФИО и логин. Смотрите, вы получаете номер, и когда вы будете проходить, то у вас будет номер. Никто не будет знать вашего имени, фамилии. Это будет конфиденциально для входа. Значит, те люди, я уже говорила, что те, кто поставил для выплаты, он сейчас получит эти деньги наличными. Безналом вы сможете получить позже, мы об этом писали. Паспорт у вас обязательно нужен будет. Он не нужен будет при входе, он нужен будет при получении. Курьеры, да, курьеры могут доставить. Там тоже будет номер, обязательно номер будет, по которому будет обслуживать курьер. Сейчас позже, Анна, была дата в вашей информации, там была указана дата. Когда позже? Посмотрите, пожалуйста, информацию, которая у вас есть в вашем бэк-офисе. Вам удостоверение личности надо, загранпаспорт можно не обязательно. Либо то, или другое. По этому вопросу все понятно? Что неясно будет,
вы будете обсуждать это в регистрационной форме. Вы будете иметь переписку, вы сможете все вопросы решить. Хорошо? Вместо безналичного расчета вы можете получить наличными, если вы не сможете получить больше 35 тысяч. То есть вы поставили, например, на безнал 35 и еще наличными 35. Вы получаете 35 евро наличными, а безнал ожидаете позже. Вы не сможете получить 70 в этот момент. Мы идем на то, что мы раньше обслуживаем вас наличными, и если те, которые не имеют много денег и поставили на вывод только безнал, мы их обслужим наличными раньше. Но они уже на безнал, мы тогда аннулируем то, что было на безнал. Понимаете это, да? Доверенность действует в течение полугода, как я знаю. Любая доверенность. Там есть сроки действия, а может и год. По безналу мы, видите, какие обстоятельства. Это дата, на которую мы сейчас ориентируемся. Почему? Потому что, увы, в мире очень контроль усилился, да, в связи с теми событиями, которые происходят. Эта дата взята с учетом того, что к этому времени уже спадет какая-то напряженность, да, и сможем уже прогнозировать что-то. Пока эта дата 17 марта. Я не поняла, как в Швеции. В Швеции им придется подождать, либо они будут обслужены курьером, либо им придется подождать эм, транзакций. Если вы безнал в 35 тысяч обозначили, и у вас нету ничего к получению наличными, вы не обозначали, значит, вы получите наличными эту сумму. Если будет безнотариально, то да, это может действовать, да. А если нотариально, ну там есть сроки указанные в самой, когда, сколько действует. Я прошу вас внимательно слушать. 17 марта мы говорим о безнале, а о наличности мы проводим на неделю раньше. Анна, я не могу за вас решать эти вопросы по стране. Она вам за вас получает, значит, она перешлет вам. Это ваши личные вопросы. Я прошу только те вопросы касаются тех людей, которые... Друзья, еще раз, внимание!
Мы говорим об обслуживании в тех странах, где есть филиалы. Так или нет? Единичные наши партнеры, которые в Нидерландах, в Швеции, там несколько человек, там несколько человек, там несколько человек. В Нидерланды они могут приехать в Германию, Швеции наши курьеры могут обслужить в Швеции. То есть это единичные вопросы, которые решаются. Но обслуживание на базе филиалов. Мы не можем обслужить и создать офис в той стране, где у нас нет филиалов. Об этом мы говорим уже сколько времени. И меня удивляет, что я должна еще сейчас это повторять. Действительно, безнал - это, то, что фактически касается всех стран. Там у нас сейчас 23 договоренности, там есть эти страны. Но наличными мы же не можем, быть там, где у нас нет ни компании, ни регистрации, ничего. Это понятно, да? В Греции у нас есть филиал. Наверно, нужно, чтобы наши партнеры четко сдавали экзамен перед получением денег на знание тех вопросов, которые вы должны знать уже давно. Потому что меня эти вопросы удивляют. В Греции филиал есть. Вы знаете это или нет? До конца марта мы еще раз получаем наличными. Да. Теперь, в прошлый раз я говорила, или это было в этом, ну, я, кажется, тоже повторяла, что вы получаете не только наличные деньги, вы получаете 5 слитков, 5 унций золота и 5 монет серебра. Понимаете это, да? А теперь я хочу, чтобы вы могли немножко настроиться на другой момент. Мы с вами люди. И если мы смотрим новости, мы не можем жить в таком закрытом мире. И я не призываю вас жить в закрытом мире, но мы взрослые люди, и мы должны научиться реагировать правильно на события. Мы должны сохранить в порядке психологическое и физическое здоровье в такие моменты, когда действительно мозг взрывается от того, что делается в мире. Понимаете? Это отражается на нервозности, отражается на всей работе, отражается на реакциях наших как в обществе, так и в кругу семьи, в кругу партнеров, потому что очень многие беспокоятся, и беспокоятся совершенно неосновательно. Но я хочу, чтобы мы разобрали, в разобрали некоторые вопросы, которые касаются нашего психологического и здоровья, и как факт реакции на наше физическое здоровье.
Прежде всего, по нашей работе. Запомните, когда вы когда вы ведете работу с людьми, вы должны знать, что вы не управляете компанией, вы не производите слитки, вы не определяете и не гарантируете сроки. Это не ваша работа. Вы только передаете информацию. Только информация. Ваша работа заключается в правильной подаче информации. За все остальное отвечает Роберт Мак, Диана Литовченко и все остальные наши сотрудники. Это понятно? Дальше. Следующий вопрос. Когда вы работаете с людьми, вы начинаете с целях и миссии и говорите об этом открыто. Причины, которые беспокоят сегодня всех. Тотальный контроль, уменьшение качества жизни без прогнозов на будущее, правительство без обязательств, постепенное уменьшение прав и свобод. Скажите, это вас волнует или вас это не волнует? Перезвоню, я занята. Сейчас у меня школа. Как вы думаете, людей это волнует? Это общая тема для разговоров. Мир перевернулся, и мы понимаем, что если не волнует только тех, которые не понимают, что это такое. Понимаете? Поэтому очень важно, что когда мы даем информацию, мы начинаем с цели, миссии компании. Дальше мы говорим о наших приоритетах. Почему мы пришли к созданию резервной валюты? Что и как мы делаем? Это вопросы, которые мы должны проговаривать с людьми. И потом деньги как следствие совместного действия. Мы не можем сделать валюту, всю ту, что есть без участия большого количества людей. Нужен критический максимум. Мы сейчас для того, чтобы сделать этот максимум, который нужно, мы понимаем, что наши люди не в состоянии сделать этот максимум. Поэтому мы заняли у технической эти слитки, я уже говорила вам об этом, да? Мы можем двигаться в реализации наших шагов только тогда, когда есть структура и когда есть развитие общества. Полностью все цели будут реализованы тогда, когда у нас будет 1 2 миллиона продажных слитков, и мы с вами тогда будем иметь свои деньги, и наши деньги будут приняты во всех странах.
потому что есть критическая масса. Понимаете это? Критическая масса. Сейчас делаются выплаты для запуска системы, делаются выплаты на основании, это только частичная реализация наших планов, когда мы дали 100 тысяч слитков для того, чтобы можно было сделать вот этот обмен. Понимаете это или нет? Вот здесь мы с людьми сразу говорим о том, что есть совместные действия. И если нет совместных действий, разве могут быть деньги, если не будет совместных действий? Не могут, понимаете? Поэтому очень важно, чтобы люди это понимали. И совместные действия– это приобретение слитка, это участие в распространении информации и терпеливое ожидание для того, чтобы получить деньги. Это все входит в смежное понятие того, что мы с вами делаем. Что получается? Если человек не дает правильную информацию, гарантирует сроки сам, начинает уговаривать людей. Не наша задача уговаривать людей. Принимать за них решение какое-то тоже не наша ответственность. Это люди должны принимать заранее. Вы понимаете, еще один такой вопрос. Я работаю с клиентами постоянно. У меня нет проблем в том, чтобы найти клиентов. Почему? Потому что я захожу и вижу там кто-то где-то в сети. Я тут же, в том же Телеграме, смотрю какой-то интересный персонаж, который комментирует очень интересно. Да, для этого я уделяю час времени, чтобы посмотреть. Какие-то есть каналы, где обсуждается экономика, обсуждаются некоторые моменты, и есть интересные вопросы, темы затрагиваются. Я сразу смотрю на комментарии. У меня есть люди, которые, я определяю людей по интересным комментариям, да. Тут же я сразу могу направить личное сообщение. В телеграм-канале это возможно. Вы отправляете личное сообщение. Хочу с вами пообщаться. У меня есть к вам предложение. Для этого надо час времени в день уделять этому. То же самое, пожалуйста, Facebook, то же самое другие какие-то сети, где мы можем не в каких-то пустых обсуждениях принимать участие, а мы можем принимать участие в каких-то экономических вопросах, следить за этими экономическими вопросами. И тогда набросали. И у меня в день там я могу провести, например, 10 таких встреч. Пожалуйста, я даю информацию, и дальше у меня не бывает вопроса, который, ну, стоял: "Ой, хотя бы этот, хотя бы это". Я просто отсеиваю ненужных мне людей. Да, это решето. Мы должны быть как решето, как сито для отсеивания людей. Не нужно за шиворот тащить тех людей, которые не созрели для того, чтобы быть свободными. Знаете, те, которые, я опять-таки аналогию приведу с хождением 40 лет по пустыне, потому что все те, которые не были готовы к свободной жизни, они так и умерли в пустыне. Те, которые готовы были к свободе, к свободной жизни, они ее получили. Точно так же и здесь. Люди, которые не готовы защитить свою личную финансовую независимость,
А мы говорим о свободе. Понимаете? Скажите, финансовая независимость входит в свободу или нет? Финансовая независимость входит в понятие свободы. А как вы думаете, вот этот контроль тотальный, он действует на эту свободу и на финансовую нашу независимость действует? А что получается? Человек, который хочет получить, стремится, он вкладывает, кстати, сколько раз говорим о том, что слиток у нас стоит 4000, и это не обсуждается, никаких вопросов. Я и сегодня узнаю, что некоторые без проблем продают его за 3200. Это нарушение. Вы понимаете это? Дальше. Следующий вопрос. Когда вы правильно проводите информацию, не будет никаких проблем дальше. А если вы берете на себя ответственность, тянете ненужных людей и так далее, вы понимаете, что вы сами себя загоняете в рамки, которые вам не нужны. Поэтому мы работаем, мы даем информацию. Пожалуйста, сейчас акция. Мы говорили об этом. Во-первых, в акции мы имеем 5 раз больше денег, чем потом, да? Это раз. Во-вторых, это наш капитал, который мы можем сейчас скопить. Это первое. Второе, мы попадаем в совладельцы. Это тоже факт, который важен. Вот это та доля, которую мы имеем, да? И третье, это вопрос приоритетности. Это тоже вопрос. И если мы будем правильно с вами строить работу, то у нас не будет никаких проблем. И мы с вами осуществим буквально все наши цели и задачи. Но если мы делаем неправильно, мы пожинаем, сами же пожинаем плоды. Поэтому важно, чтобы каждый, кто хочет сотрудничать, он знал, да, он должен работать. Это его работа. Я сегодня разговаривала с некоторыми, с одним из лидеров, и он говорит, что у некоторых людей они свои личные финансовые вопросы решают в там, бизнес и так далее. И у них хождение в банк стало их работой. Они каждый день посещают банк, потому что на протяжении более 8 месяцев они не могут решить получение денег. Вы понимаете, это проблема. Это проблема для личного человека, одного личного. Время такое настало. И вы можете представить, сколько это проблем для бизнеса, особенно в тех странах, где еще есть взяточничество, коррупция и так далее. Когда банки выдают только по договоренности тем лицам, которые где-то кто-то кому-то верил и внес еще какие-то дополнительные деньги для решения этого вопроса. Поэтому очень важно вопросы эти. Вы себе не представляете, сколько мы ночей проводим в работе. Не только днем, а сколько ночей. Потому что Америка от нас в расстоянии, ну, минимум 13 часов времени, да, от Таиланда. Там 13, 12, кажется, первое это 12 часов времени. И когда у них утро, у нас уже вечер, да, и у них рано
рано утром еще не решается, а у нас, получается, ночью мы решаем все эти вопросы. И мы работаем, это наша работа. Мы работаем для всех. Мы понимаем, что мы работаем для того, чтобы создать то, что очень важно. И если мы видим такое положение, в настоящее время контроль усиливается. Мы это заметили вот сейчас. Почему транзакции мы перенесли? А потому что усилился контроль. Нам потребовали дополнительные сведения. Да, мы можем понять, банки можем понять, регулятора можем понять тех, потому что сразу масса вопросов. А вдруг теракты? А вдруг то? А вдруг другое, третье, пятое, десятое? Сразу проверки. Сразу, это же теракт, это деньги, понимаете? Откуда пришли деньги? Как получил деньги? А вдруг где-то мы выдали, а эти деньги вдруг получились на теракт какой-то. Это понятно все, сложное время, но это же контроль. А знаете, когда мир начал стремиться к этому контролю, первая ласточка, которая перевернула совершенно в другую сторону весь мир, который нацелен был на свободу, на предпринимательство и так далее. Это 11 сентября 2001 года. Я думаю, все вы знаете, что получилось. И сразу в Америке совершенно по-другому заработала вся система. И она перешла буквально на весь мир. И сейчас мы с вами живем совершенно в другом мире. Поэтому мы с вами создаем, создаем ту систему, которая не будет под властью этого тотального контроля. Да, действительно, мы на уровне, мы какую-то часть, мы подпадаем под контроль, потому что мы люди, граждане, какую-то часть, но есть часть, которая независима от тех, тех государств, в которых мы живем. Понятно, да? Багратион, первое, что вам скажу, ни с каким цифровым золотом, цифровым биткоином, цифровой валютой мы с этим не работаем и никогда работать не будем. Это иллюзия владения, это не владение, это иллюзия владения, которая может в любой момент перекрыться. Раз и навсегда запомните это. Это совершенно никакой не имеет соприкосновения с нашей формой и нашей системой. Теперь немножко о другом. JP Morgan, он работает в контроле. И он с нами работает потому, что ему нужен тоже непосредственно другой островок, в котором может быть резервная валюта, не подвластная ничему. А то, что он работает, все банки работают в цифровом золоте, а мы не хотим с ними работать в этом вопросе. Теперь о другом. Вернусь немножко назад. Как реагировать на события, как сохранять в порядке психологическое и физическое здоровье. Это советы, которые дали нам наши психологи, которые дают их сейчас в Америке и в других странах, где люди очень сильно переживают. Поэтому я сказала, что я это все с вами пройду. Это мудрые такие вопросы, которые мы должны с вами
знать. Мы не управляем войной, мы не управляем государствами, но мы управляем, или скорее мы должны управлять своей реакцией. Я понимаю, это очень сложно, но мы должны научиться реакцией, своими эмоциями. Мы должны научиться управлять своей реакцией. В период нестабильности выигрывает не самый громкий и не самый быстрый, а выигрывает самый устойчивый. И здесь важно, это даже дороже денег, дороже всего, когда человек обладает этим характером устойчивости. Это спокойствие, умение сохранять спокойствие, умеренность, отсутствие лишних долгов, наличие резерва и медленное решение. Вот, понимаете, отсутствие, можно было написать, отсутствие долгов, но есть слово лишних, потому что в нашем мире мы живем, когда мы не можем обойтись часто без долгов. Увы, нас загоняет эта система в преднамеренно загоняет в долги, чтобы иметь долговые обязательства. Что такое лишние долги? Это желание купить что-то дорогое, когда у меня нет денег. Я не заработал, но я хочу. Вот это "я хочу" преобладает над, тем, что говорит разум. Следующее. Желание выделиться среди своих, современников. Вот надо ж похвастаться машиной, там, новым каким-то приобретением. Неважно, что я его беру в долг, но зато я буду лучше выглядеть. Этого нельзя делать в период, когда есть, вот такое время. Дальше следующее. Наличие резерва. И если нет резерва, его нужно создать. И наша компания дает этот момент, когда вы можете заработать 800 евро для того, чтобы иметь этот резерв, и вложили деньги для того, чтобы у вас этот резерв пополнился. Это важно, чтобы вы могли понимать. Дальше. Мир может становиться сложнее, но устойчивость начинается с каждого человека на своем уровне. И мы должны сегодня говорить об этом с людьми, особенно с теми людьми, которые подвержены панике, потому что эти люди, они возле себя создают напряжение. И с ними дальше они могут распространять, и это напряжение передается еще другим людям. И если мы с вами работаем с людьми, мы обязательно должны, как партнеры, иметь устойчивость и решать вопросы. Вы знаете, я запомнила на всю жизнь один момент. Дети. Я в этом мы были на служении в церкви, и по двору бегали дети. Ну,
Дети, как правило, если они бегают, они могут зацепиться, могут пораниться, упадут. Да, взрослые смотрят, но не всегда мы можем защитить детей от разбитого коленка, да? Не всегда так получается. И вот я помню этот момент, когда ребенок разбил коленко, больше ничего, коленко было разбито. И одну женщину мы не знали, кого спасать: ребенка или женщину, потому что она была в такой панике от этого разбитого колена, что она чуть ли не упала в обморок. Такие люди, они создают проблемы вокруг. И действительно, когда мы с вами работаем с людьми, мы должны и на это обращать внимание. Это наша социальная обязанность. Понимаете, да? Когда происходит крупное событие, вопрос у всех один и тот же: что делать мне? В зависимости от возрастной категории мы можем получить некоторые советы. Если у вас в семье есть дети, вы ответственны за этих детей. Дети должны понимать чувство безопасности. Ребенок не может управлять ни собой, ни миром, и он не должен этого делать. Никаких тревожных разговоров при ребенке. Он должен понимать: ты в безопасности, мы рядом, и все под нашим контролем. Родителям важно не обсуждать худшие сценарии при детях, не держать новости как фон, который могут слышать дети, и сохранять обычный режим. Школа, игры, сон и привычный распорядок дают ощущение стабильности. Ребенку не нужны детали войны, ему нужно спокойствие взрослых. Это совет для тех, у кого есть внуки, дети такого возраста. Дальше подростки. Подростки уже понимают больше, и они читают новости сами. У них, вы понимаете, что сейчас вот такой момент, когда переживают все за подростков, потому что очень часто подростки становятся агрессивными или кончают жизнь, к сожалению, самоубийством. Я думаю, много таких моментов. Важно разговаривать честно, но без драматизации. Объяснять, что мир переживает сложные периоды регулярно, и что глобальные события не отменяют личные планы. То есть ты должен учиться, ты должен развиваться, это твое, и в любой ситуации ты должен заниматься тем, что зависит от тебя. Подростку полезно ограничить поток новостей, не вступать в агрессивные споры в интернете и концентрироваться на навыках, которые дают устойчивость в будущем. Образование, здоровье, дисциплина остаются важнее заголовков. Думаю, что вы это тоже понимаете. Молодые люди — это возраст решений, работа, переезды, кредиты, первые серьезные обязательства. В период нестабильности важно не перегружать себя лишними дорогими вещами, не принимать крупных финансовых решений на пике тревоги, задуматься над созданием резерва хотя бы на несколько месяцев жизни. И если есть возможность,
повысить профессиональные навыки и гибкость. Это лучшее вложение. В нестабильном мире ценится адаптивность. То есть это умение приспособиться к настоящему времени. Понимаете, многие могут сказать: я живу в стране, где нет войны, у нас вроде бы все благополучно. Но на фоне вот тех происходящих событий, которые сегодня есть, люди не знают, а где, что может быть завтра. Поэтому это то общее, что мы передаем людям сегодня. Есть такие проповедники, ну, я скажу, такого движения: ничего страшного, ничего не происходит, и они стараются совершенно нивелировать те проблемы, которые есть в мире, и человека как бы закрыть от этих проблем. Рано или поздно человек встретится с этими проблемами, и человек должен понимать, что он живет сегодня в нестабильном мире, нестабильном. Он должен это осознавать, и самое главное, взрослый человек не может убежать от того, что фактически происходит в этом мире. Мы говорили в прошлый раз о том, что мы сегодня эм, стали такой небольшой планетой, в которой все взаимосвязано, да? И, пожалуйста, вот сейчас мы можем, там война, там где-то рвутся снаряды и тому подобное, а у нас топливо дорожает уже, и в Таиланде дорожает, и кругом дорожает, и вдруг у нас сегодня в наших местах очереди на заправках появились. Понимаете, это так мгновенно. Это говорит о том, что мир, он небольшой, но он един. И очень много событий происходит, и непонятно, что будет дальше. Поэтому эти советы, это просто советы, а ваше дело принимать их и давать, вы еще можете давать и рекомендации. Семьи 30-50 лет. На этом этапе главная ответственность за детей и стабильность дома. Первое – это четкая финансовая дисциплина. Пересмотреть расходы, сократить лишнее, создать или укрепить резерв. Второе – спокойная атмосфера дома. Дом – это ваша крепость. Дети должны чувствовать, что взрослые уверены в себе. И третье – не менять планы резко из-за какого-то новостного шума. Крупные решения принимаются после обсуждения, паузы и расчета, а не на эмоциях. Это тоже важно принимать. Люди в возрасте 50-60 лет – это возраст накопленного опыта. Главное не поддаваться общей тревоге. Я знаю, что очень много людей у нас, которые пережили 90-е годы. Вы помните 90-е годы? Помните это время нестабильности? Вы его пережили? Судя по тому, что вы здесь, вы пережили его. И вот это мы должны сохранять и передавать как опыт наш. Да, мы жили в это время, и мы его пережили. Слава Богу, сегодня мы живем. Поэтому это должно быть нашим опытом, который мы можем передать. Мы тоже должны проверить финансовые обязательства, избегать каких-то рисковых вложений, не принимать резких решений под влиянием страха. Вы знаете, момент. Объявили, что гречка, не урожай гречки, и гречка может эм, в цене упасть. Люди побежали скупать гречку. Знакомая ситуация?
Знакомая ситуация. Закупили гречку, но нет возможности правильно ее сохранить. В гречке заводятся всякие жучки. Знакомая ситуация. Что вы делаете с этой гречкой? А потом приходит такой момент, когда вы выбрасываете. Это то, что действует под влиянием страха на эмоциях. Не будет гречки, будет рис. Понимаете? Не будет картошка. В крайнем случае на подоконниках можно выращивать. То есть фактически мы очень много делаем лишнего, когда под влиянием вот всеобщей какой-то вот такой эйфории страха. Мы должны поддерживать здоровье, режим сна и связи с близкими. Опыт прошлых кризисов показывает, что сложные периоды проходят. Сложные периоды проходят. Это важно знать. И люди выше 60 лет, здесь на первом месте здоровье и спокойствие. Не смотреть новости постоянно, достаточно одного проверенного источника. Держать запас необходимых лекарств, базовых продуктов, поддерживать связь с семьей, не изолироваться и не принимать серьезных финансовых решений без консультации с близкими. Вот такие общие для всех возрастов. Это полезно было вам? Скажите, пожалуйста. Это полезно вам? Когда мы говорим о космике, когда мы говорим людям и предлагаем им приобретение космика, лично я это делаю, потому что я хочу, я уверена в этом деле, и я хочу сделать подарок человеку. Не в деньгах подарок, а подарок в участии. Подарок в том, что человек получит свободу. Это свобода, которая формируется сегодня. И часть этой свободы – купленный слиток. Когда мы с вами разговариваем, мы должны это давать людям. Но когда человек спрашивает у нас, а вот я хочу взять кредит, что ты мне посоветуешь? Брать кредит или не брать кредит? Это не ваша забота. Вы должны уйти от этого совета. И ни в коем случае человека не подбивать на то, чтобы человек взял кредит. Понимаете, это не ваша ответственность. Вы только даете информацию. И ни в коем случае не подбивайте человека на то, чтобы человек какие-то делал кредиты. Человек сам рассчитывает. И если он вдруг приходит и говорит, я все-таки взял кредит, какая ваша следующая реакция на это? Что вы должны сделать? А вы должны его посадить и сказать, теперь, дорогой, твоя задача этот кредит срочно погасить. Каким образом? Работаем, складываем по 800 евро и отдаем кредит. Вот это уже ваша ответственность. Погасить. Ваша ответственность не за то, что он там что-то.
Ваша ответственность за то, чтобы вы могли показать ему возможность погасить кредит. Понимаете? Вот это важно, чтобы вы могли это знать. Я надеюсь, что скоро закончится серьезная такая драматическая ситуация, которая, увы, сегодня происходит в мире, и пойдет развязка. Я в этом уверена. И хотя знаю, что впереди очень трудные времена, однако я знаю, что еще будет время спокойствия, в которое мы с вами сможем сделать все, что необходимо. Поэтому не надо переживать. Я видела, там были некоторые реплики. Единственное, о чем мы переживаем, это чтобы не было переносов, чтобы состоялись выплаты. Не надо за это переживать. Это опять-таки вы себя накручиваете. Выплаты будут, состоятся. Знаю, что они будут. И мы к этому готовимся. Ничего страшного, если там 1-2 дня будет, не успеют что-то сделать, но они состоятся. И это то, что я гарантирую. Я лично гарантирую то, что выплаты состоятся. И в ближайшее время они будут. Все остальное- это то, что вы должны распределять свою ответственность. Я еще не говорила, Тамара, это мы решаем сейчас. Эти вопросы решаются на уровне, ну, тех, которые имеют и нашими юристами. Потому что вот этот номер, он выдается на одного человека. А если человек получает за там 5 человек, да, то примут ли? Каждый из них должен иметь свой номер. Понимаете? Потому что сумма, если он получает по 35 000, это большая сумма, и на каждую такую сумму должен свой номер быть. Примут ли они доверенность на паспорте? Вот это я вам скажу чуть-чуть позже, да, потому что это как раз завтра будет решаться этот вопрос. И следующий вопрос – это если они скажут, что нотариальную доверенность от родственников, тогда вам придется сделать эту доверенность, и вы сможете ее быстро сделать и принести. Но я не знаю, еще по этому вопросу мы консультируемся. Понимаете это, да? Я думаю, что не будет. Интересный вопрос. Вы говорили, что кто получает по доверенности, тоже должен зарегистрироваться. Конечно, он должен зарегистрироваться. Обязательно и обязательно номер. Но он-то не получает. Он дал доверенность. Понимаете, в чем вопрос? Он получает номер. Но доверенность за него получает по доверенности человек. И поэтому здесь важен сам факт доверенности. Вот что важно, важность. Татьяна, я только что сказала, мы решаем этот вопрос. Еще есть какие-то вопросы? Всего хорошего вам. Берегите свое
здоровье. Берегите себя, это важно. Мы за то, чтобы вы были без всяких проблем, чтобы вы получили без контроля. Поэтому мы решаем все вопросы. Всего хорошего.